Потому что все ситуации, которые создаются в нашей жизни, они предназначены только для одной цели. Для какой? Как вы думаете? Для того, чтобы понять, да, для того, чтобы изменить свою судьбу, себя. Веды объясняют, что цель нашего рождения — это перемены, то есть мы должны сдавать экзамен. Мы рождаемся сюда, пытаясь быть счастливыми здесь. Вот это, в этом несоответствие заключается той ситуации, в которую мы попали, и нашего понимания этой ситуации. Несоответствие. Мы считаем, что мы здесь для счастья рождены, а на самом деле мы рождены для сдачи экзаменов. Потому что именно тот, кто сдает экзамены, он счастливым и становится в конечном счете. Спасибо вам, у меня немножко склероз. То есть первое, да, ну старею, видите, уже. Вот. Первое, надо принять судьбу, да? А второе было уже сказано. Надо начать действовать не так, как обычно мы действуем в этом мире. Есть внешняя жизнь, веды объясняют, когда мы реагируем на события. А есть внутренняя жизнь, когда ты понимаешь, что ты должен поменять свое восприятие своей судьбы, своей жизни. И вот этот контакт со святостью, эта внутренняя жизнь, она все в жизни меняет, внешнее все меняет. Если ты начинаешь очищать свое сердце, то дальше что? Следующие этапы перемен происходят. Первый этап. Ты по-другому воспринимаешь ситуацию. Допустим, мой муж хороший, а не плохой. Просто он меня мучает, потому что мне положено. Видите, это другое восприятие совсем. Муж уже хороший стал, но и мне положено мучиться. Вот, следующий момент, так как ты реагируешь на него нормально, он же сам не знает, что он мучает, не понимает, что он агрессор. Он не понимает это, потому что так устроено в этом мире, что человек не понимает, что он виноват. Свою вину человек не знает сам. Мы не знаем свою вину. Вот кто из вас знает свою вину в отношениях? Все, значит, вы уже меняете отношения. Все остальные не меняют отношения, они не знают своей вины, они думают, что он виноват, мы близкий человек. Значит, отношения не будут меняться. Когда ты знаешь свою вину, ты уже начинаешь менять отношения, все. Понимаете, вот в этом заключается ключ. То есть человек должен возвыситься, то есть он возвышенно должен смотреть на мир, то есть должен начать внутреннюю жизнь. Поэтому люди молились в древности, они в молитве много времени проводили. Для чего это нужно? Для того, чтобы посмотреть по-другому на окружающих людей, на себя, на свою судьбу. По-другому означает таким образом, что люди вокруг хорошие. Моя судьба тяжелая и правильно. Это хорошо тоже. Это неплохо, это хорошо. Потому что если бы она была легче, я бы совсем обнаглел. А так хоть как-то меня сдерживает моя тяжелая судьба, сдерживает меня в жизни. Но самое удивительное заключается в том, что когда человек так себя ведет, судьба становится легче потом. Человек меняется, он начинает по-другому реагировать на тебя, потому что ты уже ведешь с ним себя по-другому. Даже если взять современную психологию, то одно из самых прогрессивных направлений этой психологии, это когда ты действуешь не в «ты» сообщении, а в «я» сообщении. Ну, например, ты хочешь человеку что-то сказать, ты ему не говоришь, зачем ты выбросил моего котенка за дверь, а ты ему говоришь, и еще прибавляешь, садист. А ты ему говоришь, мне очень больно видеть, как произошло это событие. Понимаете? То есть ты его не обвиняешь и говоришь, мне больно. И в этом случае как он реагирует? Он слышит послание. Он говорит, тебе больно, ну прости, я начинает объяснять, почему он выбросил. Потому что котенок уже неделю писает в ботинки. И мне тоже больно очень, мне не в чем ходить на работу, ботинки не отмываются, воняют. И директор уже сказал, что меня уволит, если я буду так пахнуть. И поэтому я его выбросил.
Ну, вернее, не выбросил, а просто дал ему свободу. Подарил ему весь мир. Сразу налаживается контакт. Но вот чтобы этот шаг сделать, надо перестать этого человека считать причиной своих проблем. Иначе ты не можешь в я-сообщении с ним разговаривать. Это невозможно. Тебе придется его обвинить. А чтобы перестать человека считать причиной своих проблем, как вы думаете, что для этого нужно? Есть одна вещь удивительная, которую многие не знают. Что для этого нужно? Нет, это следствие. Пожелать счастья ему — это следствие. А? Это тоже молиться, это тоже следствие. Вы, наверное, не ответите на этот вопрос, это компромисс. Ну, такой, знаете, иногда такой вопрос задаешь, что никто ответить не может. Типа, ты такой крутой, все знаешь, никто ничего не знает. Я вам сейчас объясню. Смотрите, все очень просто. Почему мы злимся на близкого человека? Потому что он является объектом, который посылает мне счастье. И так как он мне счастье не посылает, я начинаю требовать от него счастья, понимаете? И поэтому я на него злюсь. Бывает же такое, что когда человек совсем невменяемый, объектом счастья становится тот, кто говорит в телевизоре. Мы иногда так себя ведем. И как вот в этом юмореске, это погоду сообщает, человек пьяный сидит, слушает. И он говорит: мне не нужна погода в Москве, я хочу услышать погоду в Таганроге. И матерится. Она ему передает погоду из телевизора, а он ей говорит, что ему надо от нее. Почему? Потому что очень сильная значимость. Человек хочет испытывать счастье от этого человека, который в телевизоре находится. Но часто мы живем в телевизоре, потому что нас близкие люди не слышат. Потому что каждый же хочет своего счастья. Нам не сильно не хочется знать, что близкий человек хочет. Нам хочется сказать, какую погоду я хочу услышать. Вот смотрите, причина, внимательно послушайте, причина заключается в том, что мы, те объекты, которые не могут нам в принципе дать счастье, в них начинаем верить. Подмена ценностей, понимаете? Главная причина всех проблем в нашей жизни — это подмена ценностей. Верить человек должен в святость, а близким людям просто служить. И за просто служение, без желания плодов, человек получает счастье также от близких людей. Если я забочусь о близком человеке, он будет благодарен мне по-любому. В каком случае? Если я его после этой заботы не дергаю, да? Допустим, жена приготовила, сидит и смотрит, как он кушает, с целью получить определенные слова. Так? И у него уже ложка в горле застревает. Почему? Потому что он понимает, что от него хотят. Ну, то есть, такой обмен не приводит к счастью. Поэтому в древней культуре у людей с детства учили ставить цели выше в жизни, что мы живем для светлого чего-то. Да? Мы живем для Бога, допустим. А близким людям мы служим. И тогда все становится понятно. Бог меня наказал, вот близкие люди воплощают это наказание в жизнь. Я им должен служить, это мой долг. Мое проявление любви. Опять же, по ним понятие любви очень сильно извращено в современной культуре. Раньше люди знали, что любовь означает служение, а сейчас любовь совсем другое означает. Многие вообще считают, что любовь — это когда происходит определенные колебания. Процесс колебательный такой, значит, любовь. Такую механическую природу любовь приобретает у нас уже. Механическую природу приобретает. А любовь, оказывается, это высшее проявление нас как личности. И это проявление имеет бескорыстную природу совсем. Должно быть. Означает, настоящая любовь в семье рождается только через много лет.
Есть такая психолог Алешина, в Америке живет. Сейчас много таких фамилий в Америке, талантливых. И она взяла, исследовала в отношении брака, обнаружила, что до 14 лет совместной жизни идет снижение отношений портится. А потом начинают улучшаться. Получается U-образная кривая вот такая в отношении. Сначала хорошо, потом плохо, еще хуже. И потом, когда мы пережили определенный кризис в отношениях, они начинают улучшаться. Знаете, вот там в нижней точке что находится? Там находится никаких шансов мне с этим человеком быть счастливым нет. Но почему я с ним остался жить? Потому что у нас есть дети, у нас есть много общего. И с этого момента у тебя что остается к этому человеку? Только служение. Ты начинаешь ему служить, начинается любовь. В результате пошло вверх. Пока мы ждем что-то от близкого человека, идет вниз. Как только мы начинаем просто служить, ничего не ждем уже. Начинается улучшение отношений. Все, понеслась в другую сторону, кривая. Часто людям надо больше 10 лет, чтобы понять это. Что, в общем-то, мы ничего не дождемся друг от друга. Потому что, когда два человека наслаждаются присутствием другого, они не могут быть счастливы просто в принципе. Потому что, когда кто-то тобой наслаждается, ты не можешь быть счастливым. Какое-то время ты можешь быть счастливым, потому что ты наслаждаешься им тоже. Но само по себе присутствие человека, который не любит тебя, а наслаждается тобой, не является чем-то счастливым, в принципе. Люди часто обнаруживают через 10-15 лет, что они по факту друг другу не нужны, что они пользуются просто друг другом. И тогда им становится совсем плохо жить. А надо понять, что этот весь мир соткан из таких людей. Мы все только хотим пользоваться, мы не хотим никому служить. Поэтому в этом мире просто в принципе нет того, чего мы так ждем и ищем. Если же человек начинает в высшей сферы идти, контактировать в своем сознании с теми людьми, кто уже не пользуется, это более высокий уровень сознания. Когда человек служит всем, это означает, что он уже имеет такую духовную природу, это духовный человек. То в этом случае, несомненно, отношения с близким человеком меняются. Потому что если любовь проявляется хотя бы в одном человеке, во втором тоже она начинает проявляться. Невозможно не ответить на любовь. Благодарность — это и есть проявление того ответа. Человек не может не ответить. Все вопросы, как лечить, у нас на сайте есть бесплатные консультации по здоровью. Там туда спрашивают. В июле узнала, что у мужа случился служебный роман 1,5 года назад. Растет дочь, 10 месяцев, хочет остаться в семье. У нас 2 деток. Нахожусь в состоянии стресса. Помогите. Все время твердит о безусловной любви, которую я должна принять. Мы все хотим, чтобы кто-то принял безусловную любовь. Он любит и ее, и меня, но разной любовью. Молодец, молодцы какие. Разной любовью любят. Вот давайте начнем с другого. Вот хороший вопрос, он по теме. Как раз мы сегодня говорим о верности и уважении в семье. Давайте начнем с другого совсем. Вот мне понравился этот вопрос. Давайте сейчас на нем немножко остановимся, у нас тем более уже лекция должна начинаться. Вот как вы думаете, допустим, если я дошел до этой точки понимания, что такое любовь? Вот кто из вас понимает, что такое любовь к близкому человеку? Поднимите руку. Вы понимаете, у вас есть счастье в семье? 2 счастья. Что это значит? Есть? Если есть, значит понимает человек. То есть идея в чем заключается? Да. Что такое... Смотрите, очень просто, все очень просто. Если я ничего не жду от близкого человека и просто хочу служить ему, как это чувство называется?
А? Как? Ну, это все, любовь это всегда бескорыстие. Это чувство, оно может называться разными словами. Это разные стадии любви. Первое, это называется чувство долга. Вот кажется, чувство долга сухо как-то, как Олег Геннадьевич может жить. Чувство долга с близким человеком. Ну да, то есть наслаждения от этого нет никакого. Но это любовь. И она дает совсем другие вещи, понимаете? Вот мы чего ждем? Я смотрю на объект своей любви, и у меня что возникает внутри? Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. Да? То есть возникает внутри такое чувство. Значит, можно жить дальше. Да? Но это не любовь. Любовь означает, что я могу что-то делать, не ожидая ничего взамен для человека. И вы скажете, а как? Ну а как тогда жить вообще? А где вот это вот? Мне же счастье должен иметь какое-то. Вот в этом прикол заключается. Да, то, что мы даже не понимаем, как эта система работает. Что на самом деле обмен может возникнуть только в результате вот такого отношения. Ну, допустим, давайте уберем вот любовь, это очень сильное чувство между мужчиной и женщиной. И возьмем любовь, которая попроще. Это дружба просто. Вот вы узнаете, что ваш друг от вас чего-то хочет. Вы будете с ним дружить дальше, нет? Но это уже не дружба будет. Это называется деловые отношения. Или, допустим, есть разные виды дружбы. Например, ходить вместе в кино. Мы вместе наслаждаемся, вместе просто радуемся жизни. В этом случае, допустим, у меня нет радости жизни, у меня нет радости в жизни. Мой друг пойдет со мной в кино? А? Вот это значит, что он друг уже. Если он из чувства долга пойдет, ему не радостно с тобой рядом, а он пошел в кино с тобой. Это значит, что он друг. Все. Друг познается тогда, когда нет счастья в беде. Но чаще всего как бывает в жизни, что мы просто по-другому начинаем видеть человека. Мы смотрим, а он мне, в общем-то, и не друг. Так? Но другая ситуация совсем возникает, когда ты это понимаешь в отношениях с тем человеком, которого ты не просто другом считаешь, а ты его считаешь самым близким человеком для тебя на земле. Вот здесь возникает совсем другая ситуация. Вот этот обман гораздо тяжелее переносится. Потому что в чем обман заключается? По факту близкими могут только те люди быть, которые действительно понимают, что такое любовь. Веда объясняет, что цель человеческой жизни — это постижение истины. Надо понять, в чем истина заключается. Первая истина, которую мы должны понять, заключается в том, что вот эти вот силы, которые делают нас родственниками, и ощущения родственных связей, которые вызывают, они не спрашивают нас, хотим мы верить в эти отношения или нет. Просто люди начинают близко строить отношения. И так устроено в этом мире, что между мужчиной и женщиной возникают очень близкие связи глубокие, которые создают ощущение, что этот человек мне дороже моей жизни. Вот это ощущение, оно, веды говорят, имеет природу иллюзии. Не то, что ты не чувствуешь, что он дороже, ты чувствуешь, что он дороже для тебя в жизни. Это действительно есть, ты действительно чувствуешь его дороже всего на свете, этого человека. Проблема только заключается в том, что он никогда не сможет тебе отдать то, что ты хочешь от него иметь.
Потому что когда я верю в кого-то, вера — это чувство, которое на которое надо адекватно ответить. Вот смотрите, ситуацию, допустим, возьмем святого человека, да? У него есть ученик. Кто такой святой? Это тот, кто живет для Бога, не для себя. Он живет для Бога, общается с бескорыстной силой, чистой. В результате он в чистых отношениях находится и сам становится чистым. Потому что в этой ситуации, в которой мы живем, в обычных отношениях, это невозможно. Потому что мы все имеем корыстную природу, мы строим друг другу отношения с друг другом, от этого чистоты не увеличивается внутри. Потому что мы как бы в этих отношениях не можем ничего бескорыстного друг другу подарить. Каждый из нас хочет наслаждаться друг другом. Но если человек строит отношения с Богом, то, смотрите, совсем другая ситуация. Ученик его строит с ним отношения. Он ему служит, любит его, верит в него, своего учителя. Но он действительно святой человек, допустим. Он разочаруется? Нет, этот ученик. Если он не будет оскорблять этого святого человека, а будет ему служить, он будет все больше и больше становиться таким же, как тот. Почему? Потому что любовь — это сила, которая меняет человека. То есть ты любишь кого-то, таким становишься. Помните, Леонтьев пел песню «Выставка собак, выставка собак». Нет, это выставка хозяева собак. И клип такой идет, собака такая пушистая, и человек такой рядом идет. И неправда похожи. Вот этот он клип сделал. Люди, допустим, вместе живут, они фотографии через 10 лет, они похожи. Так? Семья, то есть похожие люди, вместе похожие. Почему люди похожими становятся? Потому что любовь, она людей делает похожими. Так человек любит святого человека, он становится возвышенным, в конце концов. Но если, допустим, у меня самая большая ценность — это святость жизни, святой человек. Смогу я что-то подарить близкому человеку или нет? Но есть одно условие интересное. Он уже не такой близкий для меня, как для всех остальных. Он тоже близкий, но не такой. Эта близость мной воспринимается как нечто данное Богом. То, что Бог дал возможность нам соединиться в этой жизни. Но это не значит, что этот человек, который рядом со мной находится, на него вся надежда. Нет на него никакой надежды. В любой момент он может заболеть тяжелой болезнью. Мне придется сидеть возле кровати. В любой момент он вообще может умереть. Как кричат: «Зачем нас? Почему ты меня оставил одну?» Ну, как бы он сам не рожал себя, сам себя не уводил из этого мира. То есть он не знает, почему так получилось. Но он слышит это все, потому что в тонком теле связь остается между людьми. Видите, в каком безумии мы живем? Мы начинаем верить в близкого человека, не доверять ему, не заботиться о нем, не понимать, что мне этот человек дан для того, чтобы я ему служил, а верить в него. Вот это вот уже, извините, категория, которая рождает жуткие вещи. Вот смотрите, допустим, я верю в мужа, да, допустим, я жена, и он изменяет мне, вот как в этой записке. Результат? Если ты для своей веры выбрал не тот объект, какой будет результат? Жизнь ломается у человека. Его жизненная нить теряется, он начинает чувствовать, что ему незачем жить. Это ужасная ситуация, кто испытывал, знает, что это такое. Каждый человек в своей жизни испытает хотя бы один раз. Почему? Потому что эта жизнь дана для того, чтобы мы поменяли свое понимание веры. Вера — это не дешевая вещь. Вот наша судьба веру формирует сама. Ребенок родился, я в него верю. То есть мы даже не заботимся о том, хорошо это или плохо верить в ребенка. Вот представьте, ребенок стал объектом веры. Что это значит? Это значит, что он считает себя Богом. Он же глупый, он неразумный человек. Он будет точно так же в себя верить, как мать в него верит. Результат: он начинает эгоистом вырастать. И эксплуатировать ее любовь. Мучить ее, другими словами.
Но есть другой способ. Не значит, что всегда так дети должны себя вести. Вот если ты веришь в Бога, а Ему служишь, потому что ты чувствуешь, что Он очень родной, это значит, что я должна Ему служить. А в чем заключается служение ребенку? Воспитать из него хорошего человека. А это означает во многом ему отказывать. Строгость — это высшее проявление любви. Часто люди думают, что строгость — это признак нелюбви. Нет, наоборот. Есть низшее проявление любви — это забота, а более глубокая забота — это строгость. Но строгость не означает злость. Ты строгий из-за того, что ты хочешь помочь, а не из-за того, что ты не любишь человека. Это уже более высокий уровень любви. Многие даже не знают, что это так. В нашей культуре сейчас считается, что с детьми вообще нельзя быть строгим, потому ювенильная юстиция выступает, потому что люди настолько деградируют сейчас, что они не понимают, что именно строгость рождает настоящих людей. Потому что раньше люди верили в Бога, и они могли быть строгими, потому что у них был источник веры другой, а ребенок — это цель, объект служения. Сейчас ребенок — это источник веры. И поэтому мы его или любим, или ненавидим. Если источник веры мне приносит счастье, я его люблю. Если источник веры мне приносит страдания, что я с ним делаю? Я его ненавижу. Понимаете? Но если это просто ребенок, который неразумный, счастье мне или страдания приносит, я просто ему служу, потому что источник веры у меня другой, более высокого плана. Вот это называется разумное существование, то, что я сейчас говорю. Но до него дойти очень тяжело. Для этого надо тяжело трудиться над своим сознанием. В чем и заключается суть, смысл нашей жизни. Я вас не замучил? Все нормально? Меня понесло. Спасибо вам большое. Вот, правда, я вам очень всем благодарен. Итак, вопросы верности и уважения в семье — это цель нашей беседы сегодняшней. Письмо, которое я прочитал, послужило лейтмотивом для этой беседы. То есть женщину бросил любимый человек, она не знает, как ей жить, она находится в жутком стрессе. И сразу возникает вопрос: а вот это хорошо или плохо? Как вы думаете? Сначала кажется, что хорошо, и тогда пускай дальше в стрессе и находится. Потому что, ну, как бы, молодец, любит, поэтому и в стрессе. Но вот если разобраться в этом вопросе поглубже, то стресс является признаком непонимания, что такое отношения между мужем и женой. Нет понимания, поэтому и стресс. Но а почему вы думаете, что он не может изменить? Вот почему он не может изменить? Потому что мы любили друг друга и жили все верно друг с другом. Ответ очень простой сразу возникает. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.